Почему славян часто называли рабами? Сейчас, как и 500 лет назад, есть немало мнений в мире, особенно от стран соседей России, что у россиян рабский менталитет и вообще все они рабы от природы. Дескать, татаро-монгольское иго и крепостное право – лучшие тому подтверждения. Чаще всего эти фразы вызваны политическими и конъюнктурными соображениями и не имеют под собой серьезной исторической базы. Такие аргументы довольно легко опровергнуть. Но есть несколько причин, почему это сравнение раз за разом выплывает в истории. У Наполеона, у Гитлера, в ультраправых партиях Украины и Польши. И от факта упорного сравнения имени славян и рабства в течение многих веков очень сложно отмахнуться. В чем же причина явления и живучести мифа? Слейвен зинд склавен. Такая поговорка была в ходу еще в XII веке в Северной Германии, что буквально означает «каждый славянин раб». Этому есть довольно простое объяснение. Христианство прямо запрещало продавать единоверцев в рабство, поэтому многим народам, для кого разбой был привычным делом, приходилось все дальше уходить на восток по мере христианизации Европы. Искать рабов в землях папской власти было уже слишком опасным. Расцвет европейской работорговли пришелся на времена подъема арабского мира, куда невольники избывались, а к этому времени язычниками оставались лишь саксы, скандинавы, балты и славяне. Саксы были широко представлены на рынках рабов, франкские войны способствовали этому, скандинавы не жаловали на своих землях чужеземцев и оттого быстро давали отпор. Идти за ними было далеко, суровые земли не привечали чужаков, а население было высоко военизированным, привыкшим к войне. А вот земли балтов и славян изобиловали людьми и небольшими поселками, которые легко было разорять даже небольшим бандам и уводить население на рынки. Еще греки называли славян спорами за привычку жить рассеянно, небольшими кланами вдоль берегов реки. В землянках с двумя выходами на случай нападения, зарывая добро в землю и ведя очень примитивное хозяйство, славяне были малоценной добычей для отъема ценностей. Но охотники за головами не брезговали скудной добычей и приходили не за ней. Плохо вооруженные, малочисленные жители не могли дать отпор более-менее профессиональным воинам и становились легкой добычей. Славянские невольники быстро наводнили города Европы и Ближнего Востока, отчего слово «славянин» стало нередко означать и раб, трофей, невольник, как осоколиба, тоже название у славянских рабов на Востоке. Поэтому такая немецкая поговорка лишь фиксирует избыток именно славянских рабов в тот период, а не говорит об этносе в целом. Греческий термин «эсклавия» – это слово у греков также означает и раб, и славянин. Оно фиксируется раньше, чем вышеназванная немецкая поговорка, и говорит о ситуации после великого переселения народов. Привычная грекам Скифия опустела, а затем на месте известных грекам народов оказались гунны, булгары, авары, и все они находились в каких-то взаимоотношениях с народом земледельцев, довольно неважных воинов, но многочисленным и живущим рассеянно на очень большой территории. Греки видят, что этот народ используется кочевниками для ведения войны, изготовления оружия и украшений, поставки продовольствия, всегда занимая подчиненное положение. От сарматов-фарзоек к готам, от готов к гуннам, от гуннов к булгарам, а от тех к аварам и варягам. Чтобы как-то классифицировать эту массу людей, которая часто была и не слишком уж славянской, а сложным конгломератом из славян, балтов, финнов, остатков готов и сармат, и даже кельтов, греки назвали их общим термином невольники, чтобы как-то отделить от массы доминирующих кочевников. К этому же забавное совпадение, что этноним сербы прекрасно выводится из латинского servus. Опять же слуга, невольник, раб, а по территории их проживания протекает река Раба. А уже из греческого этот термин название проник в прочие европейские языки, от португальского до английского, с тем же значением славянин, раб, из которых его подхватили и арабы. Даже сам князь Святослав говорит, что из Руси в Византию идут не только меха и мед, но и рабы, чему немало способствовали и его предки-варяги. Маловероятно, чтобы сами славяне избрали своим самоназванием чужое слово, да еще и обозначающее раб.
Скорее здесь дело в досадном совпадении собственно славянского самоназвания славяне, а не славяне, как сейчас, от слова «говорящие понятно» и греческих терминов эсклавия и склавин, которые стали названием народов. Нравится нам это или нет, но в период дохристианизации Руси славяне очень часто становились предметом торговли на рабьих рынках Европы и Азии, где и есть корни текущей проблемы, когда славян отождествляют с рабами. Не существовало сильного государства, древних воинских традиций или политической воли местных князьков, чтобы защитить свой народ от постоянных набегов и угона на юг и восток. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.